Тайки любят свою работу? Как тайки относятся к работе в баре? Быть бар-герл круто или плохо? Работа на Уолкин-стрит, любовь навеки или холодная ненависть? Наслаждение? А может отчаяние? Загадочные барные тайки с Уолкин-стрит. Как-то в разговоре со знакомыми возник занятный вопрос про отношение барных тайк к своей работе. Ведь на тему девочек с Уолкин-стрит ходит немало слухов. Один из них про то, что для таек работа в баре – это престиж и деньги рекой. Типа того, что тайки годами ловят шанс выйти на помост в баре, а счастливицы свою работу как минимум обожают. Но это только слухи. Ты так думаешь, парень? Что ж, попробуем разобраться. Как водится, все так, но полностью наоборот. Если что, барная тайка – это та, которую можно увезти из бара с собой в отель и сделать с ней все то, зачем ты летишь в Таиланд. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Работа бар-герл. Вопросы престижа. Но поговорим за престиж. Ни в одной, подчеркиваю, ни в одной стране мира работа ночных бабочек не считается престижной. Отношение может быть терпимым, а занятие считается допустимым. Заметная часть общества может считать, что деньги компенсируют моральные издержки. Но ни один нормальный человек работу на панели не считает престижной. Это сложный глубокий вопрос, в котором много стыдливых попыток закрыть глаза на очевидные вещи за окнами наших домов. Но общеупотребительная точка зрения на вопрос едина везде. Ну ладно, почти везде. А то сейчас набегу знатоки и набросают примеров типа Чукчи и племен Тумба-Юмба. Что поделать? Этот жестокий мир держится на товарно-денежных отношениях. И чтобы получить деньги, необходимо что-то продать. Например, что-нибудь ненужное. Но даже чтобы продать что-то ненужное, это не нужно для начала, придется где-то взять. Когда нет товара, продаются знания и навыки. А вот если монетизировать свои умения не получается, кто-то продает себя и свою постель. Вот только отношение к покупной любви от страны к стране сильно разное. Таиланд стал центром мировой ночной жизни потому, что тайки в целом позитивны, любят деньги и не лезут в чужие дела. Если все происходит добровольно и приносит деньги, кому от этого плохо? Не хочешь делать – не делай. Но нос куда не просят – не суй. Кстати, терпимость ко всему, что никак нам нравится – это таки признак нормального общества, в котором подавляющее большинство адекватны, уважают себя и окружающих. Концепция взаимного уважения тут ключевая. Но об этом в другой раз. Добро пожаловать! Не раздумывайте долго! Уолкин-стрит – наше все. В Тае в плане терпимости к явлению очень помогают специально организованные кварталы, типа Уолкин-стрит Паттайе, Бангла-Роуд на Пхукете и Сой-Ковбой под Понкой и Нана-Плаза в Бангкоке. Тысячи людей делают свой выбор и не учат жить других. Выбор сделать тем проще, если все вокруг заняты похожим ремеслом. Это не только в Паттайе так работает, вообще везде и во всем. Человек – стадное существо, просто мы так устроены. Родственникам и соседям женщины говорят, что работают обычными официантками. Конечно, все понимают, но делают вид, что все норм. Ибо деньги нужнее. Например, чтобы купить еды ребенку. В такой парадигме быть голодным нищим куда хуже. Надо понимать, что образование в Таиланде стоит дорого. Причем в начале карьеры в банке или офисе зарплата на уровне наших офис-менеджеров. Сетевых маркетов, 7-Eleven и Family Mart, тайский аналог нашей пятерочки, работа в смену за гроши. Нам эта бизнес-модель тоже прекрасно знакома. Так что выбор для таек очевиден. Прям тысячи вариантов. Ой, приятель, будь все города подобны этому, мужчины бы в ласке тонули. Работа бар-герл от любви до ненависти. Сами барные тайки к своей работе относятся по-разному. И вот тут нужно уметь отличать одних от других, потому что не все тайки одинаково полезны. Умение, не побоюсь этого слова, чувствовать тайку, напрямую повлияет на качество твоего отрыва в стране улыбок. А что я получаю за эти 2 недели? Ненависть. Есть барные тайги, которые свою жизнь тяготятся. Некоторые всей душой ненавидят каждое мгновение, наполненное ложью родным и белыми мужиками, которые относятся к женщинам как к мясу. Такие в ночном бизнесе ненадолго не задерживаются и уходят при первой возможности. Однако есть и те, что погружаются в бездну ненависти к себе и своей жизни, но продолжают работу в баре. Они как будто мстят сами себе за что-то. Разговаривал с такими женщинами. В момент потери самоконтроля в каждом их слове чувствуется боль и ожесточение. Им можно только посочувствовать. Как бы ни сложилась их жизнь, в любом случае у них останутся душевные травмы. Даже те, кто не сломались, становятся циничными и озлобленными.
жестокие и грустные хищницы. Счастье в неведении. Принятие. Однако подавляющее большинство барных таек относятся к своей работе как к работе или как к бизнесу. Нет, они не в восторге, но что поделать, такова карма. Как говорится, деньги не пахнут. Тайские баты смазывают шестеренки, и тайка проворно прыгает в постель к очередному туристу. Потому что работа может и не очень, но все-таки деньги приносят. При должном старании и везении очень даже неплохие. Немало помогает буддийское мировоззрение с его навыком не париться по фигне. С уточнением, все в этом мире фигня. Хорошо, так и посмотрим дальше у нас. Любовь. И сейчас мы поговорим про тех таек, ради которых мужчины со всего мира летят в страну тысячи улыбок. Перед нами барные тайки, которые действительно получают кайф от своего образа жизни. Удивительно, но таких как минимум немало. Само совершенство. Простой вопрос для понимания. Тебе нравится секс? Ты выбираешь женщину, потрясающе проводишь с ней время, а потом ложишься с ней в постель. А представь, что эта женщина угощает тебя выпивкой, развлекает, кормит, а потом еще и дает денег. И еще раз. При этом ты выбираешь с кем. Работа мечты, не правда ли? Вот и определенная категория таек свой ночной бизнес воспринимает подобным образом. Относится столь же легко, как мужчина к толпе на все готовых поклонниц. Именно потому, как минимум глупо пытаться спасать таек. Спасать от чего? От того, чем они наслаждаются? С точки зрения банальной лени, они, может, и рады были бы не работать, ухаживать за мужем и детьми, но есть проблема. Очень скоро они начинают жестоко скучать по своей разгульной жизни. Реки бухла каждый день, пара пачек сигарет за вечер и очередной денежный белый мужик с безумными глазами. Этот вечер сложился, о будущем они не думают. Так что для семейной жизни они не созданы, а вот для тайского отрыва то, что нужно. Давай будем честными сами с собой, они реально дарят мужчинам океан позитива. Не, совесть не мучает. Так-то я сейчас закапываюсь в глубины, но когда с тобой влюбленная в свою работу тайка, просто расслабься и наслаждайся жизнью. Ибо ничего подобного ты больше нигде никогда не испытаешь. Но и всегда приятно, когда с тобой профессионалы своего дела. Безобразие. Смотреть противно. Однако помни, это тоже хищницы, которые всегда берут свое. Они делают мужчин счастливыми и берут оплату, а нам нужно уметь остановиться. Кажется, начинаю понимать. Это мир таек. Собственно, о чем мы сейчас? Оценка любого явления во многом вопрос нашего к нему отношения. Тому виной поганый разум твой. И вот очень многие тайки относятся к своей работе как к нормальному порядку вещей. Не все, но немало. Они вполне сознали свое место в пищевой пирамиде и пытаются в этом сложном мире выжить. Многие не против что-то изменить. Или они так говорят. Но в любом случае, спасать барную тайку – это как пытаться вырвать из ее мира официантку Макдональдса или кассиршу пятерочки. Одна из причин тайского мировоззрения – буддийское мышление с его принятием данности. Помнишь это? Боже, дай мне мужество изменить то, что в моих силах. Спокойствие принять неизбежное и мудрость отличать одно от другого. Для тайцев характерно умение принимать существующий порядок вещей с его правилами игры. Испытание этой жизни воспринимается как плата за грехи прошлой жизни и возможность в новом перерождении получить лучшую долю. Так что смирись и тащи лямку, в следующей жизни будет лучше. Посему попытки туристов их спасать, они просто не понимают. Но это как спасать рыбу от воды, чтобы та не утонула. Тайская культура в целом жизнерадостная. Улыбаться – признак культуры и вежливости. Видимо, срабатывает обратная связь, потому тайцы в целом намного более позитивны. Какой бы сложной жизнь ни была, идти с улыбкой куда легче, чем уныло превозмогать. Тайцы свой выбор сделали. И кстати, знаете, как на любой улице в любой точке мира узнать россиянина? В целом же буддизм – попытка избежать страданий. А если неприятность нельзя избежать, именно надо наслаждаться. Что барные тайки и делают. Занятно, но я намного больше встречал наших людей, которые ненавидят свою работу в офисе, чем барных таек, которые не в ладах сами с собой. Любопытно, не правда ли? Вот поэтому я и не женюсь.